В данной лекции по моей системе спасения и гармоничного развития я показываю технологию, которая позволяет через собственную самосборку построить одновременно гармоничную реальность и, во-вторых, сделать это так, чтобы после самосборки реальность гармонично развивалась естественно. То есть смысл технологии именно в том, чтобы не только самособраться, но и в том, чтобы эта самосборка на уровне души, духа, сознания, всех элементов вашей реальности привела к тому, чтобы в дальнейшем реальность естественно развивалась так и позволяла в своем развитии формировать такие системы, что шло бы обучение других от вашей самосборки, либо прямое, либо уже опосредованно через систему общих связей. Для того, чтобы эту технологию реализовать в своем сознании, нужно, во-первых, собрать собственное сознание. Значит, в связи с этим элемент сборки собственного сознания, он происходит как элемент, достаточно сначала обычный. То есть сознание означает то, что вы воспринимаете там двери, окна, окружение, значит, и вот здесь возникает такой элемент, что вы воспринимаете еще и самозарождающиеся сущности людей. Вот в процессе самосборки нужно именно так смотреть, потому что самосборка — это и самоорганизация, и самовоссоздание, и действие точно такое, как делает Создатель. В связи с этим я специально выделил, например, двери, окна, некие воспроизведенные системы там людьми, и не относящиеся к системам активного развития, и значит, динамичные сущности, которые организовывают людей. Это элементы сознания людей, которые постоянно их фактически самособирают. То есть вот мир жестко может критериально быть разделен. С одной стороны, это системы воспроизведенные, с другой стороны, те же двери, окна, например. И обратите внимание, почему я говорю именно двери, окна, то есть то, что открыто, во внешнюю систему. Даже привожу в пример сначала такие системы. Это структура сознания в этой области самосборки. Каждый предмет несет следствие, открытость во внешнюю систему. Окно — это куда-то выход, например, дверь — куда-то выход. И вот саморазвивающиеся сущности — это система элементов другого сознания. Это выглядит как несообразный такой белый вихрь, который находится примерно в районе, например, физического тела человека. Но в этом случае физического тела человека вы еще не рассматриваете. В этой системе сознания идентификация физического тела, она не существует. Значит, в следующем элементе вы по вертикали опускаетесь уже вниз, из геометрической точки, например, которая является элементом того мышления, о котором я сейчас сказал. Вы опускаетесь вниз, и дальше четко видно тело человека. Значит, расстояние между первой точкой и другой, которая находится вертикально ниже, это есть дух. То есть воспроизведена духовная система человека. То есть воспроизведенная духовная система человека — это есть сам человек в физическом теле. И вот здесь вы видите, что при таком процессе вы работаете из своей души. То есть вот сейчас я разобрал точку, или даже больше область, уже можно назвать, организации сознания из вашей души. Это там, где душа организовывает сознание. Естественно, я разобрал это как точку с точки зрения выхода больше в сторону сознания. А вот теперь мы уже погружаемся глубже в систему души. Там области, значит, восприятия сознания, они реструктуризированы. То есть вы не воспринимаете образы, там та же дверь и то же окно, это собирается душой. То есть на картинке сознания это выглядит так, что часть двери, уже верхняя часть потекла двери, там ее нет. А окно, может быть, вообще рассеялось. Потому что все-таки в дверь можно выйти, человек может выйти в дверь, и эта система дольше существует в организации души. Погружаясь ниже, вы видите другую картину, что все существует очень статично. То есть дверь — это дверь, окно — это окно, но их положение в душе другое. Окно может быть ближе, дверь может быть на бесконечном удалении от сознания. И здесь вы находите точку сознания в душе. Так же, как вся информация пересечена со всей, также, естественно, душа, которая воспроизводит сознание, содержит сознание в точной, в том числе, области. И вот здесь
делается своеобразное открытие. Вот как признак творчества у поэтов, ученых и так далее происходит, что они распаковывают систему сознания в душе, которая уже знает. Это выглядит как взлет вверх. Реально так и происходит. Вы входите глубже в душу, то есть когда там, например, Менделеев спал, есть такие истории, он как бы успокаивался и опускался, потом происходит распаковка в этой точке сознания, например, цели. Распаковка, когда есть цель. В данном случае цель макроспасения, спасение всех. И получается взлет, выглядит как резкий взлет вверх, но своеобразный поплывок. То есть душа — это высокая плотность, а здесь идет распаковка и вверх выталкивает силу сознания. Значит, сила сознания рождает одновременно и элемент сознания. То есть сознание воспроизводит себя. Значит, и таким образом ясно, почему существуют механизмы, почему существует тело, что это закон той реальности, что определенные процессы поставлены на пространственное регулирование реальности. То есть вот окно, например, в одном месте для сознания, дверь в другом, в душе, и мы отсюда находим точку сознания. Но тогда возникает вопрос, вот предложим, почему термин, что вначале было слово, он объясняет обратный принцип организации. От внешней реальности мы обозначаем, например, словом, да, воспроизводим, а потом уже организовывается сознание. Там дверь, она существует в данном процессе до того, как мы называем дверь. Но когда мы говорим дверь, то есть мы обозначаем дверь. На таком-то расстоянии в душе находится от сознания, окно на таком-то, мы же сначала обозначаем. И поэтому, получается, мы откуда-то берем слово. И вот принцип организации слова, он как раз есть принцип организации души в точке проявления действия. Например, у индусов там в древности, когда еще индусы, ну, скажем, только начинали развивать идеологию самопознания, там был такой механизм. Посмотрите внимательно их путь самопознания, самостоятельно. Они, значит, имели саморазвитие от покоя, то есть покой рождал образ. Образ рождал действие, действие рождало событие. И в данном случае максимальная точка покоя – это там, где сознание имеет концентрированную систему в душе. И получается, что когда вы находитесь в этом состоянии, вы можете воспроизводить реальность, потому что вы знаете, где это происходит, где происходит как рождение реальности и почему. Прослушивая лекцию эту несколько раз, это будет четко выявлено, особенно в целевом управлении. И, во-вторых, вы можете увидеть совершенно четко все будущие события, которые можно, в принципе, отрегулировать. То есть это система управления, мощная система управления будущими событиями. И, например, ну даже и прошлым, если хотите. Просто надо тогда смотреть, ну как бы наоборот, сейчас вы смотрите перед собой, а если вы будете туда за спину смотреть, за позвоночник, это будут прошлые события. И получается, что вот вы находитесь практически вокруг, вы видите и чувствуете Вселенную. То есть всю реальность, там звезды, небо и так далее, вы видите, что это есть вы. То есть это вот как раз та точка, и она фокусируется где-то на нижней границе, примерно на сердце, что именно на веществе, как на тканевой системе, что вы видите всю реальность. Таким образом, начиная с нижней границы сердца, вы начинаете себя собирать с точки зрения там, всех звезд, галактик, вселенных, то, что окружает звездное небо вас, например, в оптическом диапазоне. И вот вы начинаете себя собирать. Возникает вопрос, ранее оптического диапазона не было, да, до момента сборки всех, где были эти звезды. Тогда вы делаете другой шаг, вы выходите за информацию звезд, то есть за ними, и видите четко всю структуру самосборки. То есть, выходя за звезды, за них в оптическом диапазоне, вы видите всю структуру самосборки с точки зрения вашего удаленного сознания. То есть, вы видите, это всего лишь навсего фрагмент вашего сознания, который рождает те же звезды, ту же реальность. И когда вы смотрите, ну, своеобразная такая получается блочная структура, вот звездное небо, ваше сознание,
А что тогда дальше, да? А дальше Создатель, который организовывает к вам определенные коридоры связи, по которым можно идти, и вокруг вас проносится там определенное образование, это уже не физические звезды, и вы входите в элемент реальности, который рождается с небольшой скоростью. Значит, рождение с очень небольшой скоростью говорит о том, что в этой точке и есть вся реальность, которая охватывает и источник рождения. То есть вот я вас просто привел к области, которая реально существует и создана Создателем, и это начало развития материи. Значит, дальше вы видите все принципы самоорганизации Создателя уже в своем сознании. То есть принцип организации – это реальное ощущение и видение реальности, и плюс принцип отражения в своем сознании в виде логики, в виде законов. Следовательно, слово – это есть воспроизведенное сознанием отражение истинной реальности. И вот когда мы, например, говорим о том, что слово создает в том числе и элемент сознания, например, там дверь или окно, то мы говорим, что тогда реальность создана гармонично, потому что слово, дверь, она не существует там без того, что кто-то же создал дверь, там, например, человек создал дверь. То мы можем сказать, что человек воссоздан в том числе и потому, что мы из двери получаем человека. Значит, и если мы посмотрим тогда, где присутствует Создатель, да, в деятельности человека, то видно, что здесь ясно, что Создатель создает человека и через дверь. То есть обратный путь развития, он такой же общий, как и прямой путь. Для Создателя нет понятия вперед-назад. То есть вот в этой лекции важно очень определить, где тот уровень, который равнозначен что к движению вперед мысли, что назад. Принцип самосоздания – это единая точка, где нет движения. И вот когда я говорил о понятии покоя, то я имел в виду, что мы находимся в области, которая совершенно неподвижна с точки зрения всех элементов внешнего и внутреннего мира. И вот эта точка, это и есть точка самосоздания. То есть я вас привел к точке самосоздания, просто концентрируясь даже на которой вы воспроизводите всю внешнюю и внутреннюю реальность, абсолютно всю. И при этом вы даже ощущаете совершенно четко, что как бы границы тела тогда, они становятся такими, что вы видите все, а не индивидуально только, например, воспринимаете свое тело. Так вот, восприятие собственного тела – это аккумуляция внешних уровней управления. То есть звезды, Земля, все элементы реальности, они создают такую плотность, которая называется телом. И, соответственно, задавая элементы вечности всем источникам извне, вы формируете свое тело. Но можно сделать и обратно. В этой точке, делая свое тело вечным, вы делаете их вечными. То есть принцип здесь очень понятен и очень прост. Значит, на этом я лекцию данную заканчиваю. Основные мотивы и положения здесь выражены и словами, и без слов. Это вот такая своеобразная лекция, где это одновременно. Часто бывает, что часть словами, там, а остальная часть основная без слов, или наоборот. Да? Здесь вот очень важно, что это сделано одновременно. При прослушивании лекции это нужно ощутить. По возможности ощутить лучше по-разному. Если вы вдруг понимаете сами, когда начинаете ощущать, что вы, например, имеете такое же ощущение, как у другого человека, старайтесь делать это по возможности по-своему, а потом передать опыт ему же. То есть вот это будет система передачи опыта в рамках данной технологии. И для устойчивости развития по данной лекции старайтесь больше практиковать именно самоорганизацией, самовоссозданием, самосозданием. То есть управление внешним можно делать, но по возможности сначала проделайте это через себя. Можно же управлять, делая просто себя. Но можно тот же принцип переносить на внешнее управление, но в данном случае лучше это делать больше с собой, то есть со своей информацией. И когда вы находитесь в точке, где ощущаете, видите, просто видно все вот эти вот звезды, вселенные, и вы находитесь
в определенном центре своеобразном. Посмотрите, что этот центр на самом деле движение динамическое все время вверх. То есть это и есть развитие. То есть развитие, оно для сознания так и воспринимается. Но это уже детали. Основная задача лекции — это самовоссоздание, самосборка, самосоздание и умение распространять знания на других. Причем по возможности на максимальное количество других, что ли, вариантов восприятия.